Алексей, сорокалетний мужчина с изможденным лицом и усталыми глазами, шел по звериной тропе, уходящей вглубь уссурийской тайги. Леса вокруг него были густыми и непроходимыми, наполненными ароматами хвои и свежести. Каждый шаг отдавался в его недрах, словно отзываясь на зов природы. Он любил эту тишину, где лишь волшебный шепот деревьев и звуки дикой природы создавали мелодию, знакомую только ему. Находясь в этом уединении, Алексей чувствовал, как страх и суета остального мира отступают на задний план. Остановившись у старой корейской сосны, он присел на корни, глядя на масштаб великолепия окружающей природы. С трепетом он достал свой ноутбук, который стал для него единственным окном в мир, где его мысли могли отдыхать. Подключившись к батарее, Алексей начал просматривать ночные хроники тайги, стараясь поймать современные моменты из жизни диких животных, живущих рядом с ним. На экране его устройства неожиданно появился знаменитый амурский тигр по имени Хан. Алексей затаил дыхание, когда увидел царственное движение тигра, входящего в кадр с достоинством настоящего монарха. Каждый его шаг был уверен и грациозен, как будто он знал, что за ним наблюдают. Взглянув на Хана, Алексей ощутил особую связь. Почти магнетическое притяжение, которое словно связывало их судьбы навеки. Он внимательно следил за каждым движением тигра, пораженный его силой и уверенностью. Алексей следил за Ханом почти год. Его интерес рос с каждым просмотренным кадром. Но его жизнь была далеко не идеальной. Он сбежал в тайгу после тяжелого поражения на операционном столе, когда врачи потеряли его. Мысли о прошлом часто навещали его, когда он находился здесь, среди деревьев, которые могли рассказать столько историй, если бы могли говорить. Тайга стала его убежищем, новым домом, где выживает только сильнейший. Он хотел забыть свои страхи и боли. И каждая встреча с дикой природой давала ему возможность отпустить их, хотя бы на время. Внезапно Хан, лежащий в зарослях кедрового стланника, стал готовиться к охоте на изюбря. Алексей знал, что тигры – мастера выслеживания своей добычи. Ливень обрушился на тайгу, гремел гром. Но Хан оставался неподвижным, как истинный хищник, ожидая подходящего момента для прыжка. Алексей, затаив дыхание, наблюдал за тигром, чувствуя, как его сердце наполняется волнением. Он инстинктивно понимал, что сейчас произойдет что-то важное. Неожиданно, когда Хан выпрыгнул, чтобы поймать изюбря, земля под ним провалилась. Алексей знал, как быстро может измениться ситуация в дикой природе, но не ожидал увидеть, как тигр падает в пропасть. Хан застрял на узком выступе, и на мгновение все казалось неподвижным. Алексей понимал, у тигра произошла беда, и его сердце сжалось от беспокойства. Смотря на экране, Алексей заметил, как Хан начал жаловаться на боль, пытаясь пошевелиться, но безуспешно. Тигр осознал, что его задняя лапа сломана, и он оказался в ловушке. Алексей был не в состоянии отвести взгляд, ощущая, как угнетение болезненно заполняло его тело. Собственное прошлое вспомнилось. Его собственный опыт борьбы с травмами. Он знал, что такое оказаться в ловушке, и его душа была полна желания помочь. Алексей вскоре заметил глубокий шрам на берегу реки, который искривлялся, как ураган. Он нащупал следы борьбы, следы лап тигра и острых когтей. Неподалеку он услышал хриплое дыхание, и его сердце в очередной раз заколебалось. Это был не просто тигр, это был Хан, на которого он столько времени смотрел с восхищением. Но теперь очевидным было, что эта сильная жизнь оказалась уязвимой, и ему не оставалось ничего, кроме как вмешаться. Внутри Алексея возникла борьба. Стоит ли вмешиваться и рисковать своей жизнью ради тигра, который с первого взгляда мог показаться угроза? Он вспомнил свои клятвы, обещание спасать. Но под давлением воспоминаний о трагическом прошлом, о том, как он сам оказался на грани, Алексей колебался. Его разум говорил одно, а сердце совершенно другое.
эта борьба превращалась в вечность, заполненную неуверенностью. Наконец, несмотря на внутренний конфликт, Алексей решил помочь Хану. Он увидел в тигре не просто хищника, но пациента, который нуждался в помощи. Он не мог оставить его в беде. Необходимость действовать стала посильнее страха. Осознание того, что каждый день в тайге – это борьба за жизнь, пробудило в нем решимость. Алексей понимал, что вызвать помощь будет слишком долго и безнадежно. Он должен был спуститься к тигру, используя свои знания и навыки, которые когда-то помогали ему в сложных ситуациях. Сердце его колотилось. Словно на ладони он понимал, что рискует. Но сейчас надо было действовать и спасти жизнь, пока не стало слишком поздно. Когда Алексей вышел к краю пропасти, напряжение в воздухе чувствовалось до боли. Он и тигр, оказавшись в этой ситуации, были более связаны, чем когда-либо. Хан смотрел на него, и Алексей увидел в его глазах не угрозу, а испуг. И в этот момент между ними возникла хрупкая связь. Алексей мысленно поклялся спасти тигра, осознавая, что они оба находятся на одном пути, и их судьбы переплетены. Алексей, не теряя времени, быстро направился к своей заимке. Он знал, что нужно подготовиться к спасательной операции. Все детали, которые когда-то казались мелочами, сейчас стали важными, и каждая минута становилась решающей. В избе он собрал альпинистское снаряжение и медицинский рюкзак, пытаясь не терять ни одной секундочки. Вернувшись к обрыву с тяжелым рюкзаком, Алексей понимал, он должен дать тигру шанс спастись самостоятельно, если это возможно. А вдруг тигр будет бороться еще сильнее? Он начал готовить веревку, закрепляя ее на прочной лиственнице, сосредоточенный и полон решимости. Все его действия были быстрыми и целеустремленными. Внутренний голос подсказывал, что нужно подготовить все максимально безопасно. Приближаясь к месту, где застрял хан, Алексей начал разговаривать с тигром. Он успокаивал его, рассказывая о деревьях и погоде, чтобы разрушить стену страха и дать хану понять, что он не один. Он готовил второй конец веревки с петлей. Его голос звучал мягко и уверенно. Он отправлял тигру сигналы спокойствия, которые могли убедить его, что все будет хорошо. Алексей начал раскачивать петлю с камнем, задумываясь о том, как бы лучше ее бросить. Первые 2 броска были неудачными. Тигр нервничал, его мускулы напрягались от страха. Третий бросок, однако, оказался точным, и петля легла прямо перед тигром. Алексей почувствовал, как мир вокруг замер, когда хан замер, не делая движения. Он знал, что момент решающий. Вдруг хан медленно протянул лапу к веревке, и Алексей почувствовал, как его сердце замирает. Тигр осторожно просунул голову в петлю, показывая, что доверяет ему. Алексей увидел момент доверия. Тигр вручил ему свою жизнь, и это было удивительное ощущение. Он был готов взять эту ответственность на себя. Алексей потянул за веревку, и хан, невзирая на боль, начал помогать, упираясь лапами. Они действовали как единое целое, сводя воедино свои усилия в борьбе за жизнь тигра. Это была сюрреалистическая и страшная картина. 2 существа, шедшие по грани жизни и смерти, сражающиеся за будущее. С каждым новым усилием напряжение в руках Алексея возрастало. Он тянул тигра, ощущая, как веревка врезается в ладони, а тигр рычал и срывался. Алексей едва удерживал тигра, веревка терлась о дерево, и во все это время его охватывало чувство безысходности. Как же тяжело держать это на себе, осознавая, что на кону стоит жизнь. Кровь застыла в жилах Алексея, когда он заметил, что камни сверху начали сыпаться и повредили веревку. Осознание того, что веревка может лопнуть, мгновенно охватило его страхом. Он продолжал кричать, подбадривая себя и тигра, приглашая их обоих продолжить борьбу. Это была настоящая битва, и сейчас нельзя было сдаваться. Оба ослабли, каждый из них достиг предела. Но Алексей собрал все силы и сделал последний рывок, понимая, что это их единственный шанс.
Благодаря зажимам когтей тигра он смог не упасть в пропасть, и тигр рухнул на землю, когда Алексей зафиксировал его. Веревка ослабла, и борьба закончилась. Наступила гремящая тишина. Оба были на пределе своих возможностей. Усталость сковала их, и они лежали рядом, не двигаясь. Тишина была абсолютной, и казалось, что весь мир замер, вспоминая этот момент тревоги. Прошло несколько минут, и они оба были неподвижны, наслаждаясь восстановленным ощущением безопасности. Страшный, но глубоко осмысленный момент настал, когда хан поднял голову, его глаза встретились с глазами Алексея, и он издал звук, который означал дружелюбие, словно благодарность. Этот обмен означает, что они стали не просто случайными жизнями, но друзьями. Тигр, хромая, покинул ту область, но с гордостью он ушел, оставляя за собой не просто следы когтей, а атмосферу трепета и надежды. Алексей смотрел на свои окровавленные руки, осознавая, что перед ним пролегает целая жизнь. Искорененный стресс и недоверие. Он вспомнил свое травмированное прошлое и, находя покой в данной концепции, улыбнулся. Он осознал, что не только вытащил тигра из его ловушки, но и себя из лабиринтов своих, страхом. Алексей с легкостью направился к своей заимке, чувствуя мир с самим собой. Тайга молчала, и в этот момент он впервые не чувствовал себя одиноким. Природа вокруг казалась проще и привычнее, как будто момент спасения стал его личной победой, новым началом, которым он мог гордиться. Однако спокойствие было недолгим. Алексей заметил тревожные признаки, следы, оставленные кем-то другим, что пронзило его душу. Он начал защищать тигра, создавая ложные следы, стараясь не допустить, чтобы браконьеры находили его друга. Он осознал, что прямая конфронтация с браконьерами была опасной, и это гнало его еще дальше в страх. Алексей найдет следы браконьеров и подслушал их разговоры. С пониманием службы природы и любви к хану он намеревался заметать следы тигра и создавать ложные. Пусть они будут гнаться за его миражом, не найдя его и не причинив вреда. Браконьеры, не ведая о настоящей угрозе, ушли прочь по ложному следу, оставив тигра в безопасности. Прошли недели, и тигр занял прежние позиции власти, будто восстанавливая свою жизнь. Он уничтожил засидку браконьеров, и Алексей стал свидетелем этого, наблюдая через фотоловушку. Тигр снова стал королем тайги, исчезнув в тени деревьев, оставив за собой разрушенные следы, отчеркнув границы своей свободы. Алексей наконец нашел свой мир, балансируя между жестокостью природы и нежностью дружбы, вновь ощущая близость к жизни, которая его окружала. Он стал частью этой истории, частью жизни хана, и ощущал, как его собственное сердце бьется в унисон с сердцем дикую природы. Настало время жить, понимать, что каждая встреча, каждое действие имеет свои последствия, и они станут часть их общей истории, написанной тайгой и самой жизнью.